главных ролях Бурак Озчивит в роли Ахмета Карасоя, Неслихан Атагюль в роли Элиф Демир, Кадыр Догулу в роли Мурата Карасоя, Фахрие Эвджен в роли Лейлы Аслан, Мехмет Озгюр в роли Аслана Демира, Айда Аксель в роли Мини Демир, Зерин Текендор в роли Айша Карасой, Четин Текендор в роли Джана Карасоя и Денис Байсал в роли Зейнеп Демир. Любовь, смешанная со слезами. Мурат в машине с яростью. Ты думаешь, что можешь унизить меня пощечиной, и это пройдет бесследно? Нет, Элиф, ты за это заплатишь. Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты посмела меня ударить. Элиф идет по тротуару, не подозревая об опасности. Ахмед замечает мчащуюся машину, его сердце колотится. Элиф, берегись! Бросается к ней, не думая о своей безопасности. Элиф поворачивается, видит Ахмета и машину, глаза расширяются от ужаса. Ахмед! Что ты делаешь? Ахмед в последний момент отталкивает Элиф, машина задевает его, он падает на землю и теряет сознание. Элиф в ужасе падает на колени рядом с Ахметом, слезы текут по ее лицу. Ахмед! Нет, Ахмед, очнись! Кто-нибудь, помогите! Пожалуйста, кто-нибудь, вызовите скорую! Мини, выбегая из дома, услышав шум, голос дрожит от волнения. Что здесь происходит? Аслан, что за шум? Ты слышал этот крик? Аслан видит Ахмета на земле, его сердце сжимается. Мини, зови скорую. Тут авария, парень без сознания. Быстрее, Мини, ему нужна помощь. Мини говорит по телефону, пытаясь сохранять спокойствие. Скорая, быстрее приезжайте, молодой человек сбит машиной, он без сознания. Пожалуйста, поторопитесь. Аслан пытается успокоить всех, голос твердый, но в глазах тревога. Элиф, Мини, Зейнеп, все будет хорошо, скорая уже в пути. Элиф следует за скорой в такси с родителями и сестрой, глаза полны слез. «Мама, папа, я так боюсь за него. Ахмед спас меня, рискуя своей жизнью. Как он мог так поступить? Это все моя вина». Мини, попытка успокоить Элиф, гладит ее по волосам. «Элиф, милая, все будет хорошо. Ахмед сильный, он справится. Мы все здесь для него. Ты не виновата, не нужно себя винить». Зейнеп держит сестру за руку, пытается утешить. «Элиф, мы рядом, мы вместе с ним». Ахмед знал, что делает. Он сделал это, потому что он хороший человек. Мурат в машине, яростно ударяя по рулю, лицо перекошено гневом. Как я мог так ошибиться? Как я мог сбить собственного брата? Проклятие! Мурат несколько раз ударяет кулаком по рулю, потом головой об руль, кричит от боли и ярости. Мурат истерично смеется, глаза блестят от безумия. Машина то не моя. Это машина друга. Заплачу ему, чтобы он спрятал ее. Все уладится, все будет нормально. Никто ничего не узнает. Я не могу позволить себе такую ошибку. Мурат говорит с другом, голос срывается от нервов. Слушай, мне нужна твоя помощь. Прячь машину.
вот деньги за молчание. Ты никому не скажешь, понятно? Это важно. Друг Мурата подозрительно, но берет деньги. Что ты натворил, Мурат? Это серьезное дело. Ты вляпался в большие неприятности. Мурат, отводя взгляд, пытаясь не выдать своих чувств. Не твое дело, просто сделай это и молчи. Деньги вот. Помоги мне и забудь об этом. Телефонный звонок. Мурат отвечает, лицо меняется от ужаса. Айши по телефону, плача, голос дрожит. Мурат, твоего брата сбила машина. Он в больнице. Приезжай срочно, прошу тебя. Он без сознания, мы не знаем, что с ним будет. Мурат, потрясен, пытается держать себя в руках, голос ломается. Мама. Я сейчас буду. Поворачивается к другу, отчаяние в глазах, ты все понял. Спрячь машину, и быстро. Я не могу сейчас об этом думать. Мурат быстро заходит в больницу, его сердце колотится. Как же все это вышло из-под контроля? Надо найти маму и узнать, что с Ахметом. Приближаясь к входу, видит Элиф и ее семью. Элиф обнимает сестру, глаза полны слез. Я так боюсь за Ахмета. Он ведь спас меня, рискуя своей жизнью. Зейнеп, попытка успокоить сестру, гладит ее по спине. Элиф, он сильный, он справится. Врачи сказали, что делают все возможное. Мурат, увидев Элиф, резко останавливается, скрывает лицо кепкой и уходит в сторону. Мурат, шепотом, прячась в углу коридора. Она здесь. Надо срочно что-то придумать. Достает телефон, быстро пишет СМС матери. Текст сообщения. «Мама, я застрял в пробке, скоро буду. Не волнуйся, точка». Отправляет сообщение и прислоняется к стене, вздыхая с облегчением. Родители Элифа и Ахмета, а также Зейнеп, ждут новостей у операционной. Аслан, с волнением, глядя на часы. Когда же выйдет врач? Я не могу больше ждать. Мини держит мужа за руку, пытаясь быть сильной. Терпение, Аслан. Все будет хорошо. Врач выходит из операционной, все затаили дыхание. Врач. С Ахметом все в порядке. Он пережил операцию и будет находиться в больнице несколько дней для наблюдения. Потом его выпишут. Айши, слезы текут по ее лицу, облегченно. Спасибо, доктор. Спасибо вам огромное. Джан обнимает жену, успокаивая ее. Мы можем его увидеть. Врач. Да, можете зайти, но не утомляйте его сильно. Он еще слаб. Пока Ахмет был в операционной, родители Элифа и Ахмета начинают разговор. Аслан. Мы так благодарны вашему сыну. Ахмет спас нашу дочь, рискуя своей жизнью. Это поступок настоящего героя. Джан. Ахмет всегда был таким. Он не мог поступить иначе. Мы гордимся им, но сейчас больше всего волнуемся за его здоровье. Элиф, подходя к родителям Ахмета, ее голос дрожит от эмоций. Я не знаю, как выразить свою благодарность. Если бы не Ахмет, я бы сейчас не стояла здесь. Я никогда не забуду, что он сделал для меня. Айши обнимает Элиф, глаза полны слез. Дорогая,
Главное, что вы обе живы и здоровы. Ахмед сильный, он справится. Мы все здесь поддержим его. Все заходит в палату к Ахмету. Ахмед медленно открывает глаза, видя всех вокруг. Ахмед слабым голосом, но с улыбкой. Мама. Папа. Элиф. Все здесь. Айши плачет от радости, обнимая сына, целует его в лоб. Мой сыночек, слава Богу, с тобой все в порядке. Мой Ахмед. Спасибо Элифу, что сразу позвонила нам. Элиф держит Ахмеда за руку, в глазах благодарность и любовь. Ахмед, как ты себя чувствуешь? Я так испугалась за тебя. Спасибо тебе огромное, что ты спас мне жизнь, рискуя своей. Ахмед смотрит на Элиф с симпатией, улыбаясь. Элиф, я рад, что ты в безопасности. Это главное. Не нужно благодарить, я просто сделал то, что должен был сделать. Элиф в голове хочет обнять своего спасителя, но знает, что пока это невозможно. Ты настоящий герой, Ахмед. Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. В глазах Ахмеда и Элиф читается невысказанное чувство, но оба понимают, что время для этого еще не пришло. Элиф садится рядом с кроватью Ахмеда, ее глаза полны благодарности и беспокойства. Ахмед, как ты себя чувствуешь? Я так сильно испугалась за тебя. Спасибо тебе огромное, что ты спас меня, рискуя своей жизнью. Я даже не знаю, как выразить свою благодарность. Ахмед слабой улыбкой смотрит на Элиф. Элиф, не нужно благодарить. Я просто не мог поступить иначе. Когда я увидел ту машину, направляющуюся на тебя, я думал только о том, чтобы ты была в безопасности. Элиф, глаза блестят от слез. Ты настоящий герой, Ахмед. Ты спас мне жизнь. Я навсегда останусь твоим должником. Ахмед с усилием пытается подняться на подушках. Элиф, знаешь, я вечером после работы спросил у отдела кадров ваш адрес. Я хотел утром немного прогуляться вместе с тобой до твоей работы. Когда я подошел к вашему дому, я заметил ту черную машину. Она двигалась на большой скорости прямо на тебя. Я начал бежать с другой стороны дороги, чтобы спасти тебя. Я несколько раз кричал: «Элиф! Элиф!» Но ты не слышала. Спасибо Богу, что все позади. Элиф покачивает головой, прижимая руки к груди. Ахмед, прости меня. Я была в наушниках, поэтому не слышала твой крик. Но теперь все верно, слава Богу, все позади. И с тобой тоже все в порядке, Ахмед. Я так рада, что ты жив и здоров. Ахмед, улыбаясь. Элиф, не вини себя. Главное, что ты в безопасности. Я рад, что смог помочь тебе. Элиф, с улыбкой. Ахмед, ты не просто помог. Ты спас мою жизнь. Я никогда этого не забуду. Все немного разговаривают и улыбаются. Атмосфера в комнате становится более спокойной и теплой. Айши, глядя на всех. Ну ладно, всем. Пора идти домой. Спасибо вам, Элиф, и вашим родителям, Аслан и Мине, за поддержку. Я останусь со своим сыном. Мини подходит к Айши, обнимает ее. Мы всегда будем рядом, если вам что-то понадобится. Ахмету сейчас нужен покой. Аслан пожимает руку Джану. Мы будем молиться за его скорейшее выздоровление. Спасибо, что заботитесь о нем.
Зейнеп обнимает Элифа. Пойдем домой, сестра. Ахмету нужно отдохнуть. Завтра мы снова навестим его. Мурат, который прятался в больнице, видит, что Элиф и ее родители уходят. Он наконец-то решается войти к брату в палату. Волнение охватывает его, но он скрывает это, начиная свою актерскую игру. Мурат входит в палату, его лицо и голос полны фальшивого беспокойства. «Брат мой, что случилось?» «Мой любимый брат, я так волновался, когда мама мне позвонила. Как ты себя чувствуешь?» Ахмед смотрит на Мурата с недоумением, но старается быть спокойным. «Мурат, не волнуйся. Спасибо, что ты здесь. Я ценю твою заботу. Со мной все будет хорошо. Мама останется со мной, ты можешь идти домой и отдохнуть». Мурат, делая вид, что волнуется. «Нет, Ахмед. Я не могу оставить тебя в таком состоянии. Я здесь, чтобы поддержать тебя. Ты мой брат, и я всегда буду рядом». Ахмед с благодарностью. «Спасибо, Мурат. Но правда, не волнуйся. Я скоро поправлюсь. Главное, чтобы ты тоже был в порядке. Мама уже здесь, и она о мне позаботится». Мурат сжимает руку брата, пытаясь выглядеть искренне, но в глубине души чувствует вину и страх за свое будущее. Ахмед, несмотря на свои подозрения, пытается верить в искренность брата, надеясь на лучшее. Ахмед, с усилием поднимаясь на кровати, пытается улыбнуться. «Мурат, не переживай. Я ценю, что ты так беспокоишься за меня. Но, брат, мне сейчас лучше, со мной будет мама. Ты можешь идти домой и отдохнуть». Мурат, с притворным беспокойством, садится на край кровати, наклоняется к Ахмету. «Ахмед, я не могу просто так оставить тебя здесь. Ты мой брат, я должен быть рядом. Как ты вообще оказался под машиной? Я с ума схожу от мысли, что могло случиться что-то хуже». Ахмед, вспоминая момент, когда спасал Элиф, его голос становится мягче. «Мурат, я просто сделал то, что должен был сделать. В тот момент я думал только о том, чтобы спасти Элиф. Машина появилась из ниоткуда, и я не успел увернуться. Но теперь все хорошо. Серьезно, не надо так волноваться». Мурат, стараясь скрыть свою нервозность, сжимает руку брата. «Ахмед, ты всегда был таким смелым. Но я не могу не волноваться. Ты рисковал своей жизнью ради другого человека. Это невероятно. Я горжусь тобой». Ахмед, слабая улыбка, он ощущает тепло от слов брата, даже если не верит полностью. «Спасибо, Мурат. Но правда, тебе не стоит здесь оставаться. Мама будет со мной. Ты должен беречь себя. В скором времени меня выпишут, и мы будем смеяться над этим инцидентом». Мурат старается выглядеть уверенным, хотя внутри его терзают противоречия. «Ладно, Ахмед. Но если тебе что-то понадобится, звони мне в любое время. Я всегда рядом. Береги себя, брат». Ахмед кивает, чувствуя некоторую тревогу за брата, но решает не показывать это. «Ты тоже, Мурат. И спасибо еще раз, что пришел. Это много значит для меня». Мурат выходит из больницы, его лицо напряжено. Он садится в машину и бьет по рулю, пытаясь выпустить напряжение. Потом заводит двигатель и направляется в клуб. Мурат – внутренний монолог, пока едет. Как все это стало таким сложным? Ахмед, если бы ты только знал правду. Я должен расслабиться. Просто немного отвлечься от всего этого.
В клубе Мурат садится за барную стойку, заказывает крепкий напиток и пытается забыться в музыке и шуме. Бармен, замечая его состояние. «Тяжелый день, дружище». Мурат, делая большой глоток, кивает. «Ты даже не представляешь. Иногда кажется, что все идет наперекосяк». Бармен с сочувствием. «Ну, знаешь, иногда лучший способ справиться с этим – просто расслабиться и отпустить. Все наладится». Мурат с горькой улыбкой. «Надеюсь, ты прав. Мне это сейчас действительно нужно». Наступает ночь. Элиф лежит в своей кровати, но сон не идет. Вспоминает момент, когда Ахмед толкнул ее, спасая от машины. Слезы начинают катиться по ее щекам, но она чувствует тепло, думая о его смелости. Элиф, внутренний монолог. «Ахмед, ты рисковал всем ради меня. Я никогда этого не забуду. Ты изменил мою жизнь. Почему я чувствую эту теплоту, когда думаю о тебе? Спасибо тебе, Ахмед. Спасибо за все». В больнице Ахмед, лежа в кровати, также не может заснуть. Он вспоминает лицо Элиф, ее глаза, полные благодарности. Улыбка появляется на его губах. Ахмед, внутренний монолог. «Элиф, если бы ты только знала, что я чувствую. Эта ночь была страшной, но теперь, думая о тебе, я чувствую покой. Ты для меня больше, чем просто спасенная. Ты стала частью меня. Спокойной ночи, Элиф». Утром Элиф просыпается с решением. Она не идет на работу, решает посетить Ахмеда в больнице. По пути ее внимание привлекает красивый магнитный брелок с изображением двух влюбленных голубей. Она покупает его, вспоминая их первую встречу у моря, где они кормили голубей. Элиф, улыбаясь, держа брелок в руке. Этот брелок как символ нашей первой встречи. Как красиво совпадает. Я оставлю одну половинку себе, а другую отдам Ахмеду. Надеюсь, ему понравится. Элиф идет дальше, держась за брелок, ее сердце переполняет тепло и радость. Элиф, внутренний монолог. «Ахмед, ты спас меня. Этот брелок будет символом нашей связи. Я надеюсь, что ты почувствуешь ту же теплоту, что и я, когда увидишь его». Она продолжает путь в больницу, с нетерпением ожидая встречи с Ахмедом и надеясь, что ее подарок принесет ему радость и утешение. Элиф входит в палату, ее лицо освещено доброй улыбкой. Ахмед лежит на кровати, улыбается, увидев ее. Айши, мать Ахмеда, также находится в палате. Ахмед. Какое доброе утро. Такую рань открыть глаза и увидеть тебя, Элиф. Я рад, что ты пришла. Элиф. Садится рядом с кроватью, ее улыбка становится шире. Доброе утро, Ахмед. Я не могла дождаться, чтобы увидеть тебя. Как ты себя чувствуешь? Ахмед. Глубоко вздыхает, с каждым днем чувствую себя лучше. Особенно, когда вижу такие улыбки, как твоя. Айши, улыбаясь. Проходи, дочка, посидите вместе, а я выйду на свежий воздух. Покидает палату. Элиф. Склоняется ближе к Ахмеду, ты даже не представляешь, как я волновалась. Каждая минута тянулась как вечность, пока я не узнала, что тебе лучше. Ахмед берет ее за руку. Я знаю, Элиф. Я чувствовал твою поддержку даже на расстоянии. Твоя энергия всегда помогает мне. Элиф и Ахмед продолжают разговор, атмосфера в палате теплая и спокойная.
Элиф достает из кармана красивый брелок. Элиф достает брелок. Я кое-что принесла тебе. Ахмед с интересом. Что это? Элиф разделяет брелок на две половинки. Это брелок, который я купила недавно. Я подумала, что он будет напоминать нам о том дне, когда мы познакомились. Ахмед удивленно. Ты имеешь в виду тот день на скамейке у моря, когда мы кормили голубей? Элиф кивает. Да, именно. Хочу, чтобы половинка этого брелка была у тебя, а другая половинка у меня. Так мы всегда будем вместе, даже когда нас разделяет расстояние. Элиф дарит одну половину брелка Ахмету, ее лицо светится от счастья. Элиф. Ахмед, это тебе. Пусть эта половинка напоминает тебе о нашей первой встрече и о том, как мы связаны. Ахмед берет брелок, его глаза наполняются благодарностью. Это так трогательно, Элиф. Я буду носить его всегда. Спасибо тебе. Элиф улыбается. Я тоже буду носить свою половинку. Каждый раз, когда посмотрю на нее, буду думать о тебе. Ахмед, Ахка. Мы вместе, Элиф, независимо от того, что случится. Этот брелок – символ нашей связи. Ахмед говорит Элифу, что его должны выписать сегодня, его лицо выражает радость. Ахмед. Элиф, у меня для тебя хорошие новости. Сегодня меня должны выписать. Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы вернуться домой. Элиф восторженно. Это замечательная новость, Ахмед. Я так рада за тебя. Мы сможем провести больше времени вместе, и ты быстрее поправишься. Ахмед с улыбкой. Да, я тоже рад. Наконец-то я смогу покинуть эти стены и вернуться к нормальной жизни. И все это благодаря тебе и твоей поддержке. Элиф возвращается домой и сообщает родителям, что с Ахметом все в порядке, и его сегодня выпишут. Элиф входит в дом, родители встречают ее в прихожей. «Мама, папа, у меня хорошие новости». Ахмед чувствует себя гораздо лучше, и его сегодня выпишут. Мама Элиф радостна. «Это замечательно, дочка!» Мы так волновались за него. Папа Элиф с облегчением. Отличные новости. Мы так рады за вас обоих. Элиф с улыбкой. Спасибо вам. Ваша поддержка тоже много значила для нас. Теперь мы можем быть спокойны. Ночью за Ахметом приезжают отец и брат, чтобы забрать его из больницы. Отец Ахмета входит в палату. «Ну что, сынок, готов возвращаться домой?» Ахмед собирает свои вещи. «Да, папа, я готов. Спасибо, что приехали за мной». Брат Ахмета подходит, обнимает Ахмета. «Мы так рады, что ты поправился. Давай быстрее выбираться отсюда». На светофоре горит красный свет, машина отца Ахмета останавливается. Рядом останавливается другая машина с немного опущенными передними стеклами. Отец Ахмета разговаривает с Ахметом. «Ну, как ты себя чувствуешь? Все в порядке?» Ахмед смотрит на отца. «Да, папа, все хорошо. Спасибо, что всегда были рядом». Ахмед поворачивает голову и видит в соседней машине свою бывшую жену Лейлу. Он шокирован, смотрит на нее, а Лейла, не замечая его, продолжает движение, когда загорается зеленый свет,